Привет, друзья! Итак, как обещала, сейчас уже солнышко заходит. У нас почти 9 часов. Небо относительно ясное. И вот будем сейчас пытаться что-либо снимать. Ну, хотя бы луну. Хотя бы вот это. Вот. Итак, система GoTo установлена. Конечно, помогал мне ее устанавливать мой сын. Он у меня профи в вопросах электроники. Но я поначалу взялась сама, пока он там переписывался со своими друзьями в Телеграме. Ну, он так, в общем-то, подошел так, говорит, или я, или ты. Я буду делать все это, собирать. И собрал мне, все работает, я проверила, научилась уже пользоваться. Настроила вчера по 3 звездам. Я ниже дам ссылку, у кого есть GoTo. И я нашла очень хорошую программку, где там включаются данные. Тут на смартфоне включаете GPS, и больше ничего не надо, в принципе, и находит полностью и высоту над уровнем моря, и ваши координаты, все, что запрашивает Синскан. И это все облегчает процесс, то есть данные перед глазами, все вводится вот этим вот, все вводится, данные вводятся в систему, и потом ведется сопровождение. То есть можно включить видение по планетам, можно просмотреть любые Deep Sky, может аппарат, система находит все сама. Но можно сделать и, как я делала и раньше, ручным наведением. Что, в принципе, ручное наведение, я думаю, я теперь буду использовать с азимутальной монтировкой. Экваториальная будет больше для съемок, пока осваиваю астрокамеру. Вот. Ну и еще из того, что может сегодня, если получится, еще раз испытать через смартфон съемку. Все-таки еще буду снимать через смартфон, по крайней мере сегодня. Покажу, как работает вот этот зум-окуляр. И еще у меня такой вот интересный есть бинокуляр астрономический, маленький. Это для наблюдения, очень имеет большое поле зрения и хорош для наблюдения протяженных объектов. Там можно целые созвездия наблюдать, можно метеоритные дожди удобно наблюдать. Вот. Увеличивает он, конечно, не сильно, тут всего 2,5 крата, 2,1 даже. 2,1, да. И 42 миллиметра объектив. 2,1 всего лишь. И вот еще, та-да-дам, вот это вот сейчас распакуем. Это очень удобно. Это очень удобно. Для самого бинокля. Итак, если будет возможность, если у меня получится, я и с бинокля сниму, как я там. На приборе даже есть вот уровень. Прикручиваем.
Это бинокль 15 на 70. 70 объектив и 15 крат приближения. И фирма, сейчас покажу. Скокс. Так, это мы откручиваем. Ну вот и где-то так это вот все выглядит. Ну что, попытаемся снять наземные объекты. Ну что, вот только так, как бы сейчас, если я упущу, будет изображение. Хочу просто, как эта камера, сам этот держатель будет. Только такое вот вертикальное изображение не выходит получить горизонтальное, потому что не помещается держатель. Вот до вот этой вот станции Боля дель Мундо, до нее километров 40, наверное, напрямую. Вон там вот видно в самом. Но вот эта вот запись приблизительно на телескопе, на вот этом беленьком, который у меня, рефрактор ахромат. Ну вот там такая вот шикарная помеха. Увеличение, правда, 20 крат приближение, 20 крат, потому что не могу я для сравнения поставить 15. У меня нет такого окуляра. Здесь у меня фокусное расстояние этой трубы 640 миллиметров и 32 миллиметра сейчас окуляр, и дает 20 крат приближения. Вот. Ну, можно сравнить угол зрения. Угол зрения, конечно, у бинокуляра намного шикарнее. Но телескопом зато приближение можно регулировать, можно больше, меньше. Еще вот так. Сейчас другой окуляр попробую поставить, сравним. Извините, будет труситься, стабилизации практически нет. Но это вот только увеличение, которое я больше даже не буду. Это не максимальное для этого телескопа. Есть у меня и окуляр, который дает максимальное увеличение на этом телескопе. Этот у меня маленький 80 миллиметров диаметр объектива, 160 крат. Здесь у меня сейчас стоит 100 крат, чуть больше, чем 100 крат увеличение. Ну вот так вот приближение. Так, я думаю, что я не знаю, как там качество в конце будет. Может, даже цвет этих цистерн будет видно на Боля дель Мундо. Вот так вот. Ну, конечно, все-таки призматикус дает шикарное поле зрения. Увеличение, конечно, телескоп дает намного больше. Этот телескоп у меня маленький, а на большом телескопе я наземные снимать сейчас не буду, потому что он у меня уже подготовлен, уже подключен, и он довольно тяжелый. Тащить его я не буду. Там даже снег, по-моему, лежит, да, вот это вот белое пятнышко. На Боля дель Мундо снег лежит, это при том, что у нас сейчас 26 градусов. Да, снег, вон, видно, да? Снег. Вот так. И вот, ребята, закат. И фактически с телескопом мне ни разу не удавалось при довольно еще ярком солнечном свете без специальных поисковых систем найти Меркурий. С биноклем, с астрономическим биноклем мне это удалось. Сейчас попробую вам показать. А вот и нет. Думаю, что все-таки на записи не будет видно. Или будет. Если будет видно маленькую точечку. А я вижу во второй глазок бинокля.
Вот если это будет видно, ну, я попробую там программно вытянуть, если получится. А нет, нет, видно, 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 видно. Вот я ее сейчас на экране вижу. Вот она, вот она. Вот это Меркурий. Он сейчас практически в максимальной элонгации. Максимальная была вчера, позавчера, но его, тем не менее, хорошо видно сейчас. Вообще Меркурий и Венера — две планеты, которые можно видеть либо на рассвете, либо на закате, либо утренняя, либо вечерняя элонгация. Вот сейчас у Меркурия очень хорошая вечерняя элонгация. Венеру нет, Венеру сейчас не видно, она близко к Солнцу. Это две планеты внутренние, так сказать, по отношению между Землей и Солнцем. Поэтому вот либо утром, либо вечером. И Меркурий сейчас вечером, вот он, красавчик. Позже сниму через телескоп, покажу. Ну а вот Меркурий на 100 градусах. Ну как получается, такое качество, другого не будет. Сфокусировать его как-то. Вот такой он Меркурий. Ну что, начинает темнеть. Наступают пока еще гражданские сумерки. Вот так вот выглядит мой астрономический бинокль и маленький телескоп. Я наблюдаю Меркурий в них. Луна здесь. А большой телескоп, по апертуристе который... Не смотрите, что он такой короткий. Это катодиоптрик. Это самый мощный, который у меня есть. У того беленького диаметр 80 миллиметров, у этого 127. И, конечно, увеличение на нем можно разогнать по Луне и планетам. Больше планетный телескоп. Очень хорошая. Ну, сейчас мы это увидим. Я включу Go to SynScan. Это будет вот так вот выглядеть. Вот. И сейчас, как появится полярная звезда, я его выровняю более-менее. Покажу. Ну, что можно тут? Луну можно показать. Планетки еще не время. Планетки будут позже. Среди ночи. Юпитер и Сатурн. Ближе к утру даже. Поэтому сегодня Луна и Меркурий. А вот она, Луна в астрономический бинокль. Опять-таки еще полностью не стемнело. Ну а вот Луна где-то на 100 градусов. Вот. Что там погоняем по Луне. А это у нас Луна. Тот же зум-окуляр 21,7 миллиметров. И это пока 21. Сейчас я буду увеличивать. Вот это равномерно до 7. Практически без потери, что не нужно даже перенастраивать.
Вот. Около 200 раз это приближение будет. Вот так. Ой, ушла. Поймаем. Скорость ведения у меня тут выставлена довольно. Сейчас поменяю на другой окуляр и попробуем больше увеличения. Ну вот это вот 300 крат. 300 крат приближения. Сейчас попробую погонять по Луне. Самая интересная зона — это зона терминатора. Это там, где тень и свет. Я сейчас изменю немножко скорость управления, так, чтобы чуть-чуть медленнее нужно было вести. Вот это 300 крат. Вот этот телескоп дает легко. Приближение 300 крат. Вот так вот путешествие по Луне. Самое интересное вот здесь. Зона терминатора. Ну и пройдемся по светлой части, чтобы уже, так сказать, все охватить. Вот так. Ну, сейчас я возьму, наверное, на 100-кратное увеличение, чтобы Луна полностью вошла. Сначала загоню на Марс, если сейчас получится. Вот это вот Марс. Это зум-окуляр, что я говорила. Сейчас попробую на телескопе более сфокусироваться. Где-то так. Это, наверное, 7 миллиметров. Где-то 200 крат. И это 21 миллиметр. Это где-то 100, 120, 150.
Марс маленький совсем, у него было противостояние в октябре прошлого года, когда мы его могли наблюдать максимально. Сейчас он уже далеко, совсем маленький в телескоп.